Я хочу поделиться с вами о своей жизни в Германии. Я нахожусь в Германии уже 4-й месяц, и за это время я получила временный вид на жительство на 2 года. И имея этот вид на жительство, я могу выезжать за пределы ЕС на 21 день в год, а в пределах стран ЕС на 3 месяца. Германия выплачивает мне пособие, также оплачивает немецкие курсы, которые длятся 9 месяцев. После этого вы получаете сертификат об их окончании и можете поступать в университет или же устраиваться куда-то работать со знанием языка на определенном уровне. Свой университет в Одессе я не бросила, я успешно окончила первый курс, и дальше я пока не знаю, буду смотреть. Или же я буду ходить на курсы, а университет отложу, или же я переведусь в Германию в университет. Я еще пока не узнавала подробности, но в любом случае учебу свою я прекращать не собираюсь, потому что мне кажется, что высшее образование по-любому нужно, поэтому я буду учиться. Все эти месяцы мы жили в отеле, и Германия оплачивает проживание в отеле. И сейчас, вот пару недель назад, мы переехали в другой отель и пока живем там. Но за это время все мы ищем квартиру, которую потом также государство будет оплачивать нам, так как мы оформлены тут по временной защите. По поводу цен в Германии, они очень отличаются с Украиной, и наиболее затрачиваемая это еда. Потому что вот сходить в какие-то заведения, это стоит гораздо больше, чем в Украине. Также всякая косметическая сфера, например, сделать маникюр, там, волосы, это тоже стоит гораздо дороже, чем в Украине. И как бы в Европе, в принципе, вот такая сфера не очень развита. Поэтому найти хорошего мастера, лучше всего искать украинского мастера в Германии. Вот, например, в Украине, чтобы покушать суши, ну, например, на 1000 гривен можно заказать себе какой-то огромный сет, который включает в себе кучу роллов. А в Германии мы недавно ходили кушать суши и покушали на 60 евро, и это было 3 ролла небольших. Они были действительно очень вкусные, но цена очень сильно отличается. А по поводу обычных походов в магазин, мне кажется, фрукты и овощи лучше покупать на рынках, там есть какие-то турецкие базарчики, на которых выходит гораздо дешевле, чем если вы покупаете то же самое, но в магазине. Также нам выдали страховки, и мы можем ходить к врачам бесплатно, но очень долго то, что вот, чтобы записаться к врачу, нужно записаться на термин, потом прийти к врачу, потом еще, ну, короче, там огромные очереди, и то есть ты не можешь так вот, что записался, и через неделю, там, в течение недели ты пришел к врачу. Но это как минимум, там, я записывалась на анализы крови месяц или 1,5 месяца я ждала. Вот конкретно про Берлин, мне в Берлине я до сих пор не привыкла к его размерам, потому что это огромнейший город, и по сравнению с Одессой он ее больше, наверное, в раз 8. И там миллион красивых парков, то есть в городе очень много зелени, парков, речек, озер. То есть погулять везде есть куда сходить, где вы еще не были. Я уверена, что даже люди, которые долгое время живут в Берлине, они там не были во всех парках. По поводу того, хочу ли я оставаться в Германии, я не могу ответить точно, потому что сейчас война, и она будет продолжаться неопределенное время. Пока я нахожусь в Германии, и у меня есть возможность видеться с моей семьей, чему я очень рада. И как бы все в принципе хорошо, я рада, что я в безопасности, моя семья в безопасности. Я в своем видео на своем канале тоже отвечала на вопросы, поэтому если вам еще что-нибудь интересно, вы можете также под маминым видео написать какие-то вопросы, и или мама, или я отвечу. Ну, я на своем канале отвечу, мама на своем. Ну и, конечно, я хочу немного рассказать про Албанию. Меня удивило, знаете что? Что я получаю очень много комментариев о том, что как ты поехала в Албанию с детьми, с семьей, как ты вообще на это решилась. Это же ужасная страна, это страшно опасная страна. Здесь очень большой уровень преступности высокий. И вообще лучше бы ты бы еще в Афганистан поехала. Или в какую-то африканскую страшную страну, бедную, Зимбабве, например. И меня это вообще поражает очень сильно, ну, потому что это полный бред. Я считаю, что так могут писать люди, которые никогда не были в Албании, и они ничего не знают об этой стране, они где-то что-то слышали, и что-то их явно очень напугало, но это абсолютно не так. Албания шикарная, это абсолютно безопасная страна, как для украинских туристов, так и для вообще любых туристов мира. Здесь шикарные
шикарные пляжи, очень-очень добрые и отзывчивые люди. Вообще, вот албанский народ, у них такой менталитет, что я, по крайней мере, сталкивалась с тем, что тебе всегда помогут, тебе всегда подскажут, хотя у них очень сложный язык, и зачастую мы друг друга не можем понять, мы используем Google переводчик, ну и как-то стараемся общаться таким образом. Но ни разу не было какого-то хамского отношения, или чтобы кто-то с тебя смеялся, или чтобы кто-то отказался тебе помочь. Я с таким не сталкивалась в этой стране ни разу. Поэтому не верьте этим слухам, приезжайте в Албанию отдыхать. Ну и, конечно, хочу добавить то, что мы сейчас здесь не на отдыхе. Я с детьми нахожусь здесь вынуждена. Мы просто пережидаем военные действия в Украине. И как только война закончится, мы обязательно вернемся в свой родной город, в свою любимую Одессу. Только вернемся туда тогда, когда там будет безопасно. Вот, потому что сейчас юг Украины, скажем так, под постоянным риском ракетных обстрелов с моря, постоянно что-то прилетает раз в день по области, постоянно воздушные тревоги не смолкают. И сейчас, конечно, как я уже говорила раньше, я своих детей туда не повезу. Моя соседка Наташа осталась в Одессе. Она готовит обеды для наших защитников, для бойцов украинской армии. Всем привет! Меня зовут Наталья. Мы живем в Одессе. В Украине у нас сейчас война. 119 дней со всего количества дней войны мы готовим солдатам кушать. Мой отряд расформировали, половину отправили на передовую. Одного парня нет, 28 лет. Мы его похоронили, к сожалению. Каждый день мы готовим горячие обеды. Готовим все за свои средства. Ребята кушают мясо, рыбу, все как положено. Каждый день мы выставляем в Инстаграм отчеты. Но, к сожалению, наши финансы желают лучшего. У меня есть помощники, которые помогают, которые передают деньги. Но, к сожалению, тоже вот так, когда получается, когда не получается. Очень большие расходы на топливо, чтобы ездить. Кроме солдат, я еще помогаю беженцам внутренним. Сейчас, на данный момент, вы видите, на завтра, на передовую я передаю сало. Это намазка. Это отварное сало с чесноком. Вот мы печем такой хлеб. Вот еще одна партия будет. Это миска, приготовленная уже с тестом. Это кексики маленькие поедут ребятам нашим. А на завтра, на обед у нас будет долма. И вот мы уже готовим фарш, чтобы размораживался. То есть у нас процесс идет. Мне, конечно, очень стыдно просить. Но вы знаете, мне кажется, что еще хуже, если я приду и скажу: ребята, извините, я не смогу вам готовить и не смогу вас поддерживать, потому что у меня закончились деньги. Кто меня слышит, помогите, я прошу не для себя. Всех люблю, ценю и уважаю. Оставляю Наташин PayPal аккаунт, и мы будем благодарны за любую сумму. Сейчас важна каждая копейка. Ну и еще в связи с войной на моем канале есть определенная серия комментаторов. Их комментарии начинаются: где вы были 8 лет? Это первый вариант. Ну и второй вариант: ах ты такая-сякая, да как ты можешь, на море отдыхаешь? С детьми на пляже? Ты что, вообще охренела? В Украине война. Ребят, я хочу вот этим ответить. Еще раз в Инстаграме уже говорила, но повторюсь еще раз для некоторых. Я в курсе, что в Украине война. Именно поэтому мы сейчас здесь. И да, мы будем отдыхать дальше на пляжах. И да, я буду продолжать вести свой travel-блог. И еще, как я реагирую на критику. А никак. Я на нее вообще не реагирую, потому что мне, в принципе, все равно. Это только моя жизнь, жизнь моих детей и моей семьи. И мне абсолютно не важно, что думают посторонние люди, которые очень любят раздавать мне указания, как мне жить, что мне делать, что я должна. Вопрос: кому должна? Я должна только себе в первую очередь, своей семье и своим детям. У меня все. Мне нравится проводить свое время в Албании. Как по мне, я больше люблю большие города, как Саранда и Дурас, так как там более все развито, больше магазинов, ну и так далее. Но вообще мне тоже очень нравится. Тут безлюдные пляжи, мало людей, и вода тут кристально чистая.
еще хочу сказать? За последнее время, конечно, завистников на моем канале очень сильно прибавилось, но это и понятно почему. Потому что некоторым людям кажется, что я все время на море, я отдыхаю, не работаю, ничем не занята. Считают мои доходы, усиленно подсчитывают, откуда у меня деньги на это все и так далее. Ну, конечно, я не собираюсь ни перед кем оправдываться, но вот за последнее время негатива хватает, это все понятно. Но вот самое такое, что меня как-то удивило, есть одна женщина, ей 35 лет, у нее 2 детей, Маша и Настя, кажется, если я не ошибаюсь. Она проживает в Германии, сама из Болгарии приехала в Германию. И у нее канал в Ютубе, там уже вот на сегодняшний день практически 50 тысяч подписчиков. Я сейчас умышленно не буду называть ее канал, не буду вставлять куски ее видео в свои, чтобы не делать ей эту рекламу, мне это не нужно абсолютно. Так вот, эта женщина взращивает свой канал, скажем так, на том, что она просто обкакивает украинских беженцев и другие каналы украинских блогеров. Такие, как мой, например, и каналы других девочек, более маленькие, не такие большие, как мой. Вот. Она делает нарезку из наших видео, вставляет огромное количество кадров и потом вставляет свои комментарии по поводу моего образа жизни, обсуждает мои доходы, обсуждает, почему я все время на море со своей семьей, что я уехала в Албанию, что я такая неблагодарная украинка, и я отношусь именно к тем богатым, неблагодарным украинским беженцам, которых нужно гнать поганой метлой из стран ЕС, ну и прочий бред. И я вот ради любопытства открыла комментарии и почитала, кто комментирует эти видео и кто вообще подобное смотрит. Ну что я вам скажу? Ну, будем мы сегодня корректными и тактичными. Русские, смотрит Россия, льют порции, извините за выражение, дерьма на Украину, на украинцев. Ну, естественно, на мой канал, обсирают, обсуждают, сами там себе отвечают, фантазируют про мою семью, про моих родителей, про моего мужа, ну, всякую чушь. В общем, было смешно, комментариев очень много, они добавляются, и эта женщина пиарится вот за счет меня и за счет других каналов украинских блогеров. Меня всегда немного удивляли такие странные люди, как эта женщина, потому что, как я уже говорила, она проживает в Германии. А Германия настолько красивая страна, там столько интересных мест, есть куда поехать, есть что посмотреть. Она может вести блог путешествий, может вести какой-то блоговый канал о своей семье и о своих детях, но нет, она выбирает чужую жизнь, в частности мою, или каналы других украинских девочек в перерывах между нарезкой, обкакивая их и корректно унижая, и даже, я бы сказала, ну, корректно преподнося свой контент таким образом, чтобы вот эти вот комментарии из вражеского террористического государства приходили негативные, злобные, агрессивные, с оскорблениями. И, между прочим, эти же комментарии она потом еще и лайкает. Ну, короче, фу, такое. Будет у меня свободное время, и, конечно, я подам жалобу на нарушение авторских прав. Сейчас у меня его пока нет. Пусть пока поживет это ее видео. В общем, я не понимаю такого. В каждом слове, в каждой фразе, где-то там на уровнях подсознания проскакивает зависть к нашему образу жизни. Хотя по факту, люди, не завидуйте. Вот правда, я прошу, не завидуйте, потому что мы сейчас здесь находимся вынужденно. Не здесь я хотела бы быть сейчас, не здесь. Я хочу быть дома, в мирной моей родной Одессе, без воздушных тревог, без авиаударов по области и без страха за жизни моих детей. И, конечно, без страха в их глазах. Я не хочу, чтобы они боялись. Я не хочу, чтобы эта война наложила на их подсознание и на их судьбы какой-то вот такой тяжелый отпечаток. Я не хочу именно, поэтому я сейчас здесь, поэтому мы будем здесь находиться и пережидать, пока война закончится. Я не знаю, останемся ли мы в Албании или мы уедем куда-то дальше. Но пока на сегодняшний день так. И на сегодняшний день я благодарна Богу за все, что у нас есть, за то, что у меня есть возможность быть здесь с детьми. И просто благодарна за такую мою жизнь. В моей Одессе на море нельзя, все пляжи заминированы, но одесситам тоже хочется хоть капельку моря в этом году, несмотря на войну. Лето, Одесса, 2022 год, пляжный сезон. Открываем.
здоровья. К сожалению, лето и пляж доступны в этом году только в таком формате. Все в красных лентах, к морю не подойти. Но на то мы и одесситы, чтобы найти выход с любой ситуации. Остальные пляжи выглядят вот так. Сезон в разгаре. Уже аж через песок трава начала пролазить, так как никто не ходит.